Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу вместе с вами провязать вот такой замечательный узор. Узор я вязала по мотивам вот этой кофточки. Пряжа у меня полухлопок, 50% хлопка, 50 акрила. Толщина пряжи 250 метров в 100 граммах. И спицы я использовала номер 4. Вот такой он узор. Достаточно ажурный, выразительные квадраты, вот такие, как паучки. Он не очень эластичный, плюс хлопок держит форму. Вот так он выглядит с изнаночной стороны, этот узорчик. Я прилагаю схемку, как я увидела этот узор по фото. Возможно, будет кому-то так проще. А для начинающих мастеров я проведу мастер-класс этого узора на примере 2 раппортов. Итак, начнем. Раппорт этого узора составляет 12 петель в ширину и 16 рядов в высоту. Я набрала 26 петель. Это 2 раппорта по 12 петель и 2 кромочные. Первый ряд кромочная. Ее я просто снимаю. Лицевая, накид, лицевая, накид. Далее идет 2 вместе с наклоном влево и еще раз 2 вместе с наклоном влево. Далее 2 раза 2 вместе с наклоном вправо. Для этого я переснимаю петельки, чтобы они не получились у меня скрещенные, и провязываю как 2 вместе. Вот, 2 вместе. Далее у нас идет накид, лицевая, накид, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, и опять дважды провязываем по 2 петли вместе, сначала с наклоном влево, потом с наклоном вправо. Раз и второй раз. Далее идет накид, лицевая, накид, лицевая и кромочная петля. Вот так выглядит наше вязание после того, как провязали первый ряд. То есть мы заложили здесь формирование вот этой паутинки. Вот 2 лицевые подряд, которые мы вязали посерединке накидов. Если у вас будет резиночка, низ изделия, то желательно, чтобы вот совмещать лицевые резинки и лицевые узоры. Так оно красивее получается. Изнаночный ряд вяжется полностью изнаночными петлями. Я один раз покажу, как провязываются накиды, 2 вместе. Далее будете вязать самостоятельно.
Здесь никакой сложности нет. Вот 2 вместе, они легко провязываются. Накиды провязываются открытыми, не скрещенными. И так вяжем до конца ряда изнаночными петлями. Вот накид, 2 вместе, 2 вместе, накид, лицевые. И кромочная, изнаночная. Третий ряд, он точно такой же, как был первый ряд. Лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе. Вот предыдущие наши 2 вместе. Мы смотрим, чтобы линии совпадали. И 2 вместе с наклоном вправо, и 2 вместе с наклоном влево посерединке, чтобы они всегда у нас совпадали. Это значит, что ничего не потеряно и все вяжете правильно. И второй раз 2 вместе с наклоном вправо. Далее идет накид, лицевая, накид, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, второй раз. Далее 2 вместе с наклоном вправо. И еще один раз 2 вместе с наклоном вправо. Далее идет накид, лицевая, накид, лицевая и кромочная. В лицевом ряду я ее провязываю лицевой, в изнаночном ряду изнаночной петелькой. Вот что получается на данном этапе. Следующий изнаночный ряд мы вяжем самостоятельно. 5-й ряд, он вяжется так же, как 1-й и 3-й ряд. Я еще раз провяжу, далее будете вязать самостоятельно его. Кромочная, я ее просто снимаю. Далее идет лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 вместе с наклоном вправо. И контролирую, чтобы вот этот центр, вот оно видно, где они сходятся, эти петельки, вот он такой немножечко как растянутый, совпадал. Теперь дважды провязываем 2 вместе с наклоном вправо. Раз и второй раз. Далее идет накид, лицевая, накид, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево и второй раз 2 вместе с наклоном влево, 2 вместе с наклоном вправо и второй раз 2 вместе с наклоном вправо. Нужно следить, чтобы петельки были не скрещенные. Накид, лицевая, накид, лицевая и кромочная. Мы провязали 6 рядов нашего узора. Вот такой вид он имеет на данном этапе. Далее 7-й ряд. Здесь у нас будут переплетения. Итак, кромочная, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4. Теперь вот 4 петельки, те, которые были у нас из 2 вместе. Вот их центр. Мы их переплетаем
То есть мы берем 2 петельки, снимаем на дополнительную спицу, их оставляем перед работой, провязываем 2 петельки лицевыми, возвращаем на основную спицу и теперь провязываем их. В следующем рапорте я покажу, как я это делаю. Получается быстрее, и вот эта крайняя петелька не получается вытянутой, ее не нужно будет поправлять тогда, как при использовании дополнительной спицы. Итак, теперь идет 8 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот мы дошли опять до 4 петелек, которые нам нужно сделать перекрещивание. Для этого я беру, подхватываю 3-ю петельку, провязываю ее лицевой, не спуская ничего, подхватываю 4-ю петельку и тоже ее провязываю лицевой. Далее я возвращаюсь к 1-й петле, провязываю ее лицевой, 1-ю петельку только сняла, далее провязываю 2-ю петлю и снимаю все 3 петли. Вот эти у нас были раньше провязаны, эту я провязала только что. И вот такое переплетение получается. С моей точки зрения оно более аккуратно и просто в исполнении. Далее ряд заканчиваю 4 лицевыми и кромочная. Изнаночный ряд вяжется изнаночными петлями. Вот как выглядит наше вязание на данном этапе. Далее с 9 по 16 ряд мы вяжем все то же самое, только в шахматном порядке. Я провяжу их вместе с вами. Заодно покажу еще раз вот это переплетение, такую мини-косу. Поехали, 9 ряд. Кромочная. Далее 2 вместе с наклоном вправо. И второй раз 2 вместе с наклоном вправо. Далее накид, лицевая, накид, 2 лицевые, они совпадают с центром переплетения. Далее накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево. И вот здесь 2 лицевые были. И вот 2 вместе, это половинка этих 2 лицевых. Вот. Далее 2 вместе с наклоном вправо. И второй раз 2 вместе с наклоном вправо. Далее накид, лицевая, накид, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 вместе с наклоном влево и кромочная. Изнаночный ряд, изнаночные петельки.
11 и 13 ряд вяжутся точно так, как мы вязали 9 ряд. Вот что мы имеем на данном этапе. Здесь уже явно формируется вот эта паутинка, квадратики. И вяжем заключительный лицевой ряд данного узора. 15 ряд. Провязываем 10 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мы дошли до 2 вместе. И опять делаем перекрещивание. Для этого я поднимаю 3-ю петельку, провязываю ее лицевой, ничего не сбрасывая, подхватываю 4-ю петельку, ее также провязываю лицевой, ничего не сбрасывая, подхватываю 1-ю петельку и провязываю ее лицевой. Теперь я снимаю ее со спицы. Провязываю 2-ю петельку. И теперь я сбрасываю все эти 3 петли. Вот наша мини-коса. И заканчиваю вязание тоже 10 лицевыми петлями. И кромочная. Итак, смотрим, что у нас получилось. Этот образец я уже отпарила. Это у меня не отпаренный, я его вязала вместе с вами. Вот эти все неровности убираются отпариванием. Вот, и вот такой у нас рисуночек получается. Это вот квадратик с паутинкой. Вот эти 2 раппорта мы с вами только что провязали. Спасибо, что провели это время со мной. Всем легких петелек. До встречи на канале.